Снова здравствуйте. Итак, постройка автодома продолжается. Сегодня у нас в программе я поставил цель поставить шины на крышу для багажника. У меня их не было. Ну, решил я их поставить. Почему? Нужны ли они будут или нет? Я думаю, скорее всего, да. Потому что автомобиль маленький, места, в общем-то, мало, не так уж и много. Ну, и чтобы перевозить что-то, в общем, решил я их поставить, потому что это надо сделать сейчас, прежде чем будет автомобиль утепляться. В общем, это все будет закрыто, и потом уже поставить их будет очень сложно, надо будет все разбирать. В общем, делаем так. Все очень просто. Отверстия для монтажа этих шин, они уже предусмотрены заводом-изготовителем. Там просто стоят такие клипсы. Вот они закрашены, я их уже убрал. Показывал это в предыдущем видео. Ставим эти шины, закручиваем. В общем-то, все готово. А шины состоят из двух частей. Одна часть длинная, она идет наперед автомобиля. И одна часть коротенькая, она идет на заднюю часть. В общем, они вместе соединяются и все, и затягиваются. По силы затяжения гаек есть информация от изготовителя. Они должны быть затянуты с усилием 10 ньютон-метров. 10 ньютонов. Лучше всего, конечно, специальным ключом. У меня, к сожалению, его нет. Ну, то есть есть, но он большой. На 10 я скинуть, никак не могу. Ну, что-нибудь придумаем, пока поставлю их туда. То, что, я думаю, не просто так они это написали. Скорее всего, чтобы не перетянуть. Кто его знает, железо тонкое, может там поведет или что, я не знаю. Ну, в общем, будем делать так, как положено. А на шинах уже есть такие уплотнительные резиночки. Не знаю, вот видно здесь и на этих болтах. Но я думаю и решил, что я с внутренней стороны еще нанесу герметик и затяну все это дело. Ну, лучше, как говорится, не буду говорить, но, наверное, будет надежней. Ну и, конечно, после всего этого монтажа попробую провести тест на герметичность. Ну, то есть прежде чем будет все закрываться, утепляться и все прочее, лучше проверить на герметичность, мало ли. Сейчас обезжирим, помоем. Да, грязь вон есть. Неудобно, конечно, все это дело с лестницы. Гараж у меня небольшой, невысокий. Ну ничего, справимся. Кому легко. Готово. Вот я почистил. Помыл, вытер. Сейчас будем ставить. Ну вот, шины я поставил. Как я уже говорил, длинная шина на переднюю часть автомобиля.
Здесь соединение и потом коротенькая шина. Вот все, в общем-то, все подошло, все хорошо. Теперь снутри надо их затянуть гаечками. Ну вот, в общем-то, вот они наши болты изнутри. Как я говорил, я хочу еще герметиком пройтись. Просто вот перед тем, как буду закручивать гаечку, капну сюда герметик и затяну. Естественно, тоже сначала обезжирить. Вот, я думаю, так будет лучше, как бы лишним не будет. Вот, это все-таки такое дело, что потом закроется, если где-то будет вода проходить, и не будет хорошо, и не увидишь сразу. Вот, в общем, так. Герметик нанес, гаечки уже наживали. Сейчас притягиваем. О, у меня уже тут жилец есть, паучок он бегает. Так, это дело есть. Ну и в общем-то вторую сторону так. И все. Шины на месте. Так, с одной задачей справился. Шины закрутил, все. Позвонил товарищу, попросил у него ключ. В общем, все как положено. Как этого хочет завод-изготовитель. Теперь я хочу выставить боковую дверь. Она у меня чуть-чуть подвисает, то что разбиралось же все для покраски. Ну вот. Сейчас попробую. Один. Конечно, плохо. Но ничего. Вон стульчик есть. Подставил стульчик. Сейчас болтики не отпущу. И попробую ее чуть поднять. Так, теперь она у меня провисла. Так, вроде получается.
нормалек. Итак, шины сделали, приступаем ко второй задаче. Вторая задача будет, надо разобрать опять перед и поставить кронштейн для крепления лебедки. Да, у нас будет лебедка. Вот. Ну, для этого, как обычно. Я уже когда собирал ее после покраски, бампер я полностью не фиксировал. Но все равно кое-что надо открутить, кое-что надо снять. Попробую все это запечатлеть так на камеру, потому что места тут очень мало. Ну, я думаю, будет понятно и видно. Ну что, поехали. Так, решетку и бампер снял. Теперь нам надо снять вот этот вот передний синий лонжерон. Здесь вот 4 болта. Проводку отсоединить. Вот, на этой стороне тоже 4 болта. Ну и в общем-то все. Он должен сняться. А нет, вот еще. Так, где он? Вот там вот внизу еще с правой стороны снизу болт. Он держит. Что он держит? Он держит эту канистру, бачок для AdBlue. Ага. Понятно. Так, перед снятием надо посмотреть, чтобы у нас этот бачок не рухнул. Это будет дело. Ну и вроде бы да, вроде бы все. Начинаем разбирать. И на это место у нас пойдет вот другой этот лонжерон. Я покажу сейчас. Ну, сейчас все увидите. Так, ну вот, в общем-то, и все. Открутил. Всего тут здесь 4, здесь 4, 8 и плюс этот бак. Вот, бачок вроде бы стоит на месте. Все. Снимаем лонжерончик. И вот у нас одна запчасть лишняя, скажем так. Так. Пока в сторонку. Вот. Хочу посмотреть, что там, как там внутри выглядит. Вроде все красиво. Вроде все красиво, ржавчины не видно. Антикор есть. Но у меня тут еще мало антикора оставалось. Наверное, я брызну туда, что.
совсем чуть-чуть было. Ну, ничего. Лишним не будет. Но я все равно хочу всю эту раму, все эти балки. Лонжероны и все прочее, пороги. Все равно еще раз продуть. Антикором задуть туда. Я думаю, не помешает. Итак, вот она наша рама, кронштейн, лонжерон, как его там, для крепления лебедки. Вот эту вот всю беду сейчас ставим сюда. Там очень много всяких запчастей, которые к ней шли. Ну, в общем, сейчас открою, посмотрю. Надо будет, наверное, умную книжку почитать. А так, в принципе-то, в общем-то, все интуитивно. Других способов крепления просто-напросто нет. Ну что, прикручиваем. Потом притащу лебедку, попробуем сюда поставить. По-моему, надо вместе с лебедкой сразу ставить, потому что потом я ее не запихаю. Ну, попробуем сейчас. Попробуем. Итак, почитал умную книжку. В общем, эти все болты, которые к нему идут, они еще, в общем, снизу здесь крепиться будет, да. Так вся эта рама крепится на оригинальные болты, которые открутили. В общем, ставим. Ох, это придурок. Сюда. Ну, смотри-ка, подходит все. Ну, просто сказочно. Так, сюда вот эти вот 4 штуки оригинальных. Ага. Они совсем сказочно. Так. Так, тут идут трубки на интеркулер. Или это на кондиционер. Ну, в общем, эти трубки малость мешают. Сейчас я попробую показать. Вот. Там вот эти трубки вот снизу. Вот, надеюсь, ага, их видно. И они мне малость мешают. Потому что эти отверстия не совпадают. Ну, сейчас разберемся. Это правая сторона, все отлично. Раз и на месте. А вот эта сторона почему-то нет. Ладно, сейчас трубочки отпущу. И посмотрим. В принципе, должно подходить все идеально. Так, пришлось повозиться, конечно, с этой историей. Что-то там так откручивать было неудобно, не подлезешь. Ну, в общем, ослабил я, открутил эти трубочки крепления. Ну будем смотреть, как оно здесь дальше будет.
что вот эти вот шланги, сюда вот становится лебедка, да? Вот. Походу здесь надо кое-что еще переделывать. Ну, к нему еще в комплекте шла еще одна рамка. Вот такая вот. Покажу. Вот. Видимо, наверное, эти радиаторы мне придется перекручивать, малость переделывать. Но сейчас посмотрю, как обычно, умную книжку почитаем. И будем бороться дальше. А так подошло все отлично. Все хорошо. Я уже наживулил. Опять берутся оригинальные болты. Наживулил, но затягивать пока что не надо. Вот, пока мы все это будет в последнюю очередь. Ну, собираем дальше. Ну, в общем, как обычно, не все так просто. Ну, и я бы сказал, вроде и не все так сложно. В общем, мне еще надо снять радиатор коробки автомат. И он пойдет на вот эту вот рамку. Эту рамку еще надо сюда поставить. Так, ну, в общем, малость переоборудовать надо. Ну, ничего. И с этим справимся, как говорится. И вот, как я говорил, что лебедку надо было уже ставить на кронштейн. Потом я ее навряд ли туда запихаю. Но сейчас попробую. Я этот сенсор этот тоже хочу снять, чтобы он не мешался, пока в стороночку. А то мешает. В общем, открутить радиатор. Да, переставить его. Ну, как-то так. Снимаем, значит. Упсаля. Снимаем. Шурупчики пока на место закручу, чтобы не потерять. Так. В общем-то, это сняли, так что нам здесь надо откручивать. Да, ребята, натворил я делов. Короче, повредил радиатор. Радиатор кондера. Ё-моё, вот я попал. Ох. Да уж. Да уж. Вот так вот. Это придется новую покупать. Ох. Даже боюсь узнать, сколько он стоит. Короче, газ. Он выбегает. Выходит. Я, наверное, отсюда выйду лучше. Tonight I'm moving like